Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете по пятницам наши выпуски с Андреем Золотаревым, известным украинским политтехнологом. Андрей Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр, приветствую зрителей. Друзья, всем большое спасибо, что подписываетесь, ставьте лайк, не забывайте про YouTube-канал Андрея Владимировича, переходите, интересуйтесь, также прямые эфиры, ответы на вопросы, и это будет и в нашем сегодняшнем эфире, правда, не в таком объеме. В конце, как всегда, ответим на ваши вопросы, в начале зададим свой. В чате трансляции, в самом финальном, скажем так, отрывке присоединяйтесь, а так, конечно, заблаговременно в сообществе YouTube, в клубе зрителей Шелеста, все как всегда, и QR-код, если работает сервис, и канал поддержать, и на экран вывести, тоже милости прошу. Ну и, наверное, начать нужно с самого главного, резонанснейшего. Причем тут непонятно, кто... Вот если так вот сравнивать, мне кажется, Буданов все-таки круче выступил, чем Зеленский на всех этих, скажем так, международных... Ну, Буданов внутри выступал, да, в внутренней прессе, а Зеленский на международном уровне. Короче, Буданов его перещеголял. Зеленский, конечно, и так, и сяк. Тоже обсудим некоторые его заходы. Все это касается перемирия на Пасху, все это касается вообще перспектив, желаний, пожеланий. Ну, вот слова Буданова, что все заканчивается и скоро кончится, осталось чуть-чуть потерпеть, это надо обсудить. С вами, уважаемые зрители, вопрос сегодняшнего эфира. Война заканчивается? Варианты. Да. Нет. Уже 4 года как заканчивается. Или только начинается, дальше будет серьезная эскалация. Проголосуйте, пожалуйста, очень интересно ваше мнение. С этого давайте и начнем. С чем связан выход Буданова? Да не простой, а вот такой. Дело в том, что Буданов один из немногих политиков, которые в последнее время, даже пребывая на такой, казалось бы, непубличной должности, как глава ГУР, тем не менее содержал такую конюшню политологов, экспертов, политтехнологов. И явно он думает о своей дальнейшей перспективе. Ну и, как известно, чем отличается государственный деятель от политика, о том, что политик думает о будущих выборах, а государственный деятель о будущем страны. Вот тут действительно могут возникнуть разночтения, ибо шаблон, определенный шаблон Буданов разорвал. Хотя бы его высказывания относительно церковной политики, относительно УПЦ, то, что как он отбрил МП, за что уже там понеслась критика со стороны национально сознательных наших турбопатриотов. Неудивительно. Но больше всего, безусловно, резонанс получил его заявление о том, что мир скоро. Но скоро это же очень растяжимое понятие. В масштабах истории 33 года независимости Украины – это мгновение. Да. Пух. А тут это скоро может растянуться на год, на полтора. Поэтому интервью было довольно... Было мало конкретики, было много общих моментов. За все хорошее против всего плохого. Поэтому видеть в этом скорый конец войны, о том, что вот-вот, ну, оставим процентов 5 на чудо, действительно, может быть, вот этот визит Уиткофа и Кушнера, который анонсирован Будановым, что-то кардинально поменяет. Но я в это, честно говоря, не верю. Я не вижу никаких разведпризнаков того, что война идет к завершению. Да, она выдыхается, да, понятно другое, то, что и цели войны размываются, и она превращается в ту войну, когда незнакомые друг с другом люди убивают друг друга за интересы людей, которые хорошо друг с другом знакомы. Вот. Но, безусловно, можно истолковывать и, по сути, блокирование Telegram в России, сегодня практически на 100% блокируется, как подготовку такого рода. Вот. Но я бы не стал бы делать таких выводов. Я думаю, что, скорее всего, посмотрим после Пасхи. Я думаю, скорее всего, будет какой-то ответ за Усть-Лугу. Я думаю, будет массированный удар. За месяц, видимо, поднакопили Искандеров. А поскольку разведывательные дроны продолжают летать, и в том числе и над столичным регионом, то, судя по всему, неделя-две, ну, и мы сможем убедиться, так ли это или... Ну вот насчет перемирия пасхального мы сейчас поговорим плотно, но тут же, вот мне кажется, все-таки есть ключик определенный к разгадке поведения Буданова.
это вот как раз-таки УПЦ без приставки МП. Почему? Почему он вообще так говорит? Он, наверное, так говорит, потому что он должен так говорить, ибо знает, к чему все придет, а чтоб его потом не схватили за язык. Но вот такую как бы лесенку логическую я выстраиваю. В чем не прав? Вполне возможно, и учитывая то, что он плотно коммуницирует с американцами, там, ну, тот же Джей Ди Венс известен очень прохладным отношением к нынешней, мягко говоря, к нынешней религиозной политике в Украине, к этим потугам по созданию якобы поместной церкви, и не критиковал Украину за это. Поэтому, возможно, как говорится, тут Буданов пытается найти такой баланс. Но он ничего такого крамольного не сказал. То есть, это вполне здравая, адекватная позиция. Да, действительно, в документах никакого упоминания по МП нет. И тут он абсолютно прав. Понятно, что это уже такой манипулятивный прием, клеить ярлык, там, московский патриархат и так далее. Но, знаете, с таким же успехом, ну, ближе к истине можно говорить о том, что ПЦУ – это метрополия Константинопольского патриархата. Вот, с точки Нет, зрения... вы сейчас о сути сказанного, а я о форме, которая отражает суть. Я просто делаю выводы, и многие так делают выводы, когда вот это вот слушают в кавычках адекватника Буданова, который абсолютно не является голубем, который голубь по роли своей, что он будет промокашкой негатива в свой адрес, потому что Зеленский, и мы его сегодня послушали в его разных интервью, он там у себя фрагменты выкладывал в телеграм-канале, как он это все видит, опять сокрушается по поводу НАТО, что ядерного оружия, которое должны были заменить на НАТО, говорит о том, что вот было бы классно, если бы были бы базы у нас каких-то стран, это была бы гарантия безопасности для нас. Проблема, что НАТО уже нету, НАТО нету в том виде, в котором есть. И Рютте уже выходит, говорит, нету места Украине в НАТО. Это отдельная тема, и я всегда был скептиком относительно членства Украины в НАТО, не потому что идеологически против, а потому что оно не стыкуется с текущей реальностью, с нашим потенциалом, с тем европейским контекстом. И не раз говорил о том, что единственный раз, когда Украина была близка к получению ПДЧ, это юридический документ, который это уже так, предбанник НАТО, в 2008 году. И все. После этого, собственно, вопрос закрылся, и даже после того, как в политических предвыборных целях команда Порошенко это вбила в Конституцию, что вызвало определенный шок и недоумение у юристов, ибо не принято в такой важный документ, как Конституция, включать такой текущий конъюнктурный пункт о членстве в военно-политическом блоке. Но, тем не менее, это не приблизило Украину к НАТО. И даже несмотря на то, что за годы войны страны НАТО оказывали серьезную военную и финансовую помощь Украине, это отнюдь не означает гарантию членства. А более того, фактически сейчас мы видим, том, что НАТО находится в таком состоянии, когда в любой момент Трамп может заявить о том, что Соединенные Штаты сокращают свое участие. Выйти, как это не одним актом, решением президента это сделать невозможно. Во-первых, надо подавать заявку, год, а плюс еще Конгресс, и тут это понятно. А вот сократить финансирование, сократить военное присутствие Трамп может вполне. Вы же видели эту публикацию, сейчас вылетел Wall Street Journal, кажется, а может Reuters, в общем... НАТО согласно на любое наказание. Только не уходи, Дональд. Только не выходите, Штаты. Если говорить количественно, то до Трампа американский взнос в бюджет НАТО был 82%. А вот сейчас, учитывая то, что таки Трамп дожимает увеличивать военные расходы, у всех с разной степенью успеха это происходит. Больше всего у поляков 4,4% от ВВП. Другие страны не спешат, как Нидерланды, как и было там на уровне 2-2,5, так и осталось. До 60% это удельный, на сегодняшний день удельный вес. Можно вот такой неординарный вопрос? То, как разваливается НАТО, но
видимо, тут тоже на паузе, на паузе. Про Иран сейчас немножко поговорим, да. Мы вернемся к Украине, обсудим, есть что обсудить в контексте мира, потому что тут надо отталкиваться именно от Ирана. Но перед Ираном, послушайте, многие шутят, а куда вообще Украина вступает? Куда она стремится вступить? А я по-другому задам вопрос. Погодите, а от какого ВВП мы будем платить 5% в этом современном НАТО, гипотетически представив, что мы туда вступили? Учитывая то, что у нас дыра в бюджете, по заявлению минфиновских чиновников, увеличилась, уже там называют цифру 55 миллиардов, но понятно другое, то, что финансово Украина не то, что НАТО, и содержание даже 200-тысячной армии с нынешним уровнем экономики, собственно, имея такой бюджет, понятно, о каком членстве НАТО может идти речь. С НАТО другая проблема. Ведь военно-политический блок должен быть объединен какой-то определенной целью. Понятно, в период холодной войны это было противостояние советской угрозы, и это объединяло и сплачивало по домофорам Соединенных Штатов. А что сегодня? Какие цели? Вот что может, какой общий вероятный противник может объединять Польшу и Испанию? Трамп. Для Испании. Ну, разве что Трамп. Ну, потому что, правда, провели опросы в Европе. К Китаю меньше, скажем, относятся с опасением, чем к Трампу. Трампа боятся. Трамп начудил с 3 короба. Но, тем не менее, без военной мощи США НАТО превращается в весьма аморфную и небоеспособную структуру. Ну, предположим, случится нечто, допустим, вот, в Нарвской Народной Республике или Сувалского коридора. То какие силы части Бундесвера под командованием французских генералов увидим? Координация. В очередной раз будут совещаться, будут долго совещаться, но... И, опять же, иранская война показала, что Соединенные Штаты не всемогущие. Потенциал далеко не всегда позволяет обеспечить решение целей войны. Вот эти 6 недель войны в Персидском заливе наглядно показали. Да, друзья, я должен отметить, что Андрей Владимирович у нас без света. Вот, возвращаются отключения электроэнергии уже который день по стране объявлено о том, что... Суровые годы проходят, помните, как в собачьем сердце. Ну, в общем, действительно, в то время, пока Ахметов ездит на футбол, поддерживает свою любимую команду, на похороны Луческу ездит. Ездит, кстати, на футбол, на стадион в компании Шефира, что тоже все заметили. Новый советник, новый помощник у главного олигарха, понимаете, образовался. Мы, конечно, вот все-таки претерпеваем, ну вот я имею в виду, украинцы претерпевают вот эту всю, скажем, вот это все продолжение. И помните, как вот бахвальство вот это, помните, как рассказывали, что сейчас солнышко встанет, электроэнергия как попрет, да, все ничего не получилось. И Зеленский рассказывает в интервью, как мы сорвали планы России на зиму. Ну так эксперты говорят, впереди лето, а лето будет, ой-ой-ой. Так, а летом пик тоже, включаются кондиционеры, больше работают холодильные установки. Естественно, это же требует чего? Электроэнергии, не божьим же духом. Это весной, да, действительно, когда солнышко пригреет, вот апрель-май, да, потребление падает, а потом идет со второй половины пик. Да, друзья, значит, об Иране. Давайте немножко уделим время этому вопросу. Как это? Спасибо, что уделили время этому вопросу, пишет постоянно Дональд Трамп у себя в соцсетях. Но давайте так. Венс отправляется в Пакистан. Трамп говорит, что он прям, у него большая перезагрузка, он прям расположен к тому, что дело пойдет к миру. Венс говорит, я протяну руку, США протянут руку Ирану, если будут себя хорошо вести. Это все, ну, скажем так, прелюдии перед каким-то концом войны, или это туман,
Потому что прошлый раз, когда говорили США и Иран, мы видим, что там почти никого нет. Один, по-моему, министр иностранных дел остался из той верхушки, которая там фигурировала в контактах с американцами. Договорятся? Э, Я думаю, что да. Прошу прощения, минуточку, выпущу животное, а то под кошачьи трели, чтобы не перебивать зрителям. Тут Да, лучше друзья, ну, как бы чем-то нам пока не слышно, но, в общем, животное это святое. Скажем так, животных ты не переиграешь, даже если слишком хочешь постараться, но видно, что Трамп играет. Трамп заявил не просто о большой перезагрузке, а о том, что, ой, как все хорошо, будет потом. Но непонятно, на каких условиях договорятся, потому что, например, Поскольку уже трудности перевода на лицо, вот как с Ливаном, наглядный пример, когда иранцы утверждают, что о Ливане говорилось, а американцы говорят, нет, ливанцы не отвечал. И теперь Иран требует. Но мне кажется, что политика – это искусство реального, и так, такой даже промежуточный результат более чем благоприятен для Ирана и является в политическом плане катастрофическим для Трампа, для МАГА как таковых, является политически провальным и для Нетаньяху. Ну, там, позавчера, наверное, самый популярный хит был «Что ж ты, фраер, сдал назад?» В иерусалимских кафешках. Но факт остается фактом. Геополитическое положение Израиля, вот такое усиление Ирана. Некоторые заговорили о том, что Иран там, едва ли не великая держава. Нет, это небольшое преувеличение, но то, что Иран показал, не прогнулся под военным давлением, несмотря на довольно серьезный ущерб. Да, в военном отношении там счет, конечно, несопоставим. Там ответные удары Ирана кардинально вряд ли на что-то могли повлиять. Но факт есть факт. Если до 28 февраля ничто не мешало судам ходить по Ормузскому проливу, то теперь, извините, платите Ирану. Иран контролирует Ормузский пролив. И то, что неслыханно, Иран же пустился на диктат нефтедоллара. Теперь же Иран будет взимать как в юанях, так и в биткоинах, наверное, с судов недружественных стран. Плату. Но это более чем почетные для Ирана условия. Как минимум это 64 миллиарда долларов доходов только от прохода судов. Но это более чем серьезный бонус. Будет на что восстанавливать как ракетную, так и ядерную программу. Вот. А для Трампа, ну, я был остаюсь при мнении о том, что Трамп влез в авантюру, не имея плана Б, и что ему надо было сворачиваться в первую неделю, говоря о том, что цели достигнуты, все, как говорится, мы в Иран не лезем. Вот. А тут, конечно, конфузы, то, что творится в американских медиа, я не знаю, как с этим девятым валом негатива справятся Трамп и его команда, да, даже а вот. зачем он подстрекает этот негатив? Взял там Келли, Такера Карлсона, взял вот это вот, обгадил у себя в Да. соцсети. Ну, с политтехнологической точки зрения это абсолютно провально. И кто шел, двигал его к власти, ну, а плевать, ну, это политический самоубийство. Целый И, президент да, гегемона говорит, что это неудачники, на телевидении у них ничего не получилось, их выперли, выгнали. Они сейчас сидят по своим подкастам, клики собирают. IQ у Такера Карлсона низкое. Это прям серьезный такой момент. Но давайте будем честны. А почему не пройдет там несколько месяцев, и Такер опять будет в команде перед самими выборами? ну, вот в этом в последнем я не уверен, учитывая специфику личности Трампа. Но скоро заявления Трампа будут комментировать, наверное, не политологи, а психиатры. Учитывая то, что 70 демократов стали качать тему 25-й статьи, а даже не только в Соединенных Штатах законодательство позволяет как провести импичмент, где требуется две трети Сената, так и отстранение президента ввиду его недееспособности. Понятно, что не получится, но общественный резонанс будет, конечно, еще тот. Но
На сегодняшний день, по крайней мере, медиа, которые контролируют демократы, они доминируют в информационном поле Соединенных Штатов Америки, рвут Трампа на британский флаг. И я думаю, это только начало. Андрей Владимирович, очень яркая параллель вырисовывается в контексте перемирий и переговоров. Но непонятно длительности, уровня переговоров, нет. Вырисовываются параллели, что вот и в российско-украинской войне перемирие, и на Ближнем Востоке тоже перемирие. Что пытаются договориться, да, и там несколько сторон. И мы можем прям как в воду глядим и видим, что Соединенные Штаты Америки, вот если абстрагироваться от всего этого шума, видно, что Кушнер и Уитков не справляются. Сейчас подключается Венс, он, наверное, должен помочь. Об этом многие пишут. Сам Венс очень приободрен. В общем, у Венса должно получиться. Потому Да, что... учитывая то, что у него среди вице-президентов самый низкий уровень поддержки, -3. Разница между позитивом и негативом. У Камалы Харрис была выше. Ну, а про Дика Чейни, у которого было +37, я даже не говорю. Сопоставимый был только у Майкла Пенса. Вот. И, учитывая то, что Венсу прочили большое будущее, как в качестве потенциального преемника, как-то это бьет по его перспективам, безусловно, и многое будет зависеть от успешности его миссии, получится ли у него договориться. И я думаю, что, помните, неделю назад я говорил о том, что будет еще один крайний подход американцев с попыткой впихнуть эти в рамки Анкориджа Украину. Ну, вот вчера Буданов говорит о грядущем визите Уиткофа и Кушнера в Киев впервые с начала войны. Вот. И, судя по всему, вот тогда, кажется, карты вскроются. Получится, не получится. Но я все-таки скептик. Мгм. Вы Я думаете, думаю, не получится? Но я какую параллель есть провожу? масса, понимаете, да, есть масса тех, кто не заинтересован. Это партия дронодельцев или дронодельцов, выросшая за 4 года инфраструктура войны. То есть те Слушайте, а люди, которые... волонтеры? Я с удивлением узнал, что Маркарова, оказывается, домик прикупила у себя там в Америке, там, где она послицей была. А догадайтесь, кто у нас покупает, Киев третий по продаже автомобилей Бентли среди европейских столиц. Кто покупает по 400 тысяч баксов Бентли Бентайра? Ну, есть же люди, которым, как говорится, Слушайте, жизнь и не боятся, что дрон прилетит какой-нибудь или осколок ракеты? Ничего не боятся? боятся. Тем более, что, знаете, вот когда на людей сваливаются шальные деньги в гигантских количествах, очень часто поступки далеки от рациональной логики. Естественно, начиная, помните, с Борисова, который там начал скупать премиальные автомобили, что, безусловно, не осталось незамеченным. Очень многие так сейчас. Это не только чиновники, кстати, там отметились, как мне говорят, не только Бентли, но и Lexus, Mercedes, представители как раз волонтерско-активистской тусовки. Да, вот простые, скажем, тягловые волонтеры, это те, кто собирает там на мивину, на кофе, туда бойцам на фронт, как говорится, по копеечке. Жалуются, да, то, что как минимум по сравнению с 22 годом вчетверо упали сборы. То есть у людей банально нет денег. Но те, чьи, как говорится, кошельки продвигаются в едином марафоне, по провластным каналам, у тех пока все тип-топ. Тем более, что там наши представители иерархического кооператива бросают, и бросают же не 5 копеек. Поэтому у каждого по-разному. И вот эта инфраструктура войны, я думаю, она сделает все, чтобы, начиная от воя в масс-медиа о том, что про зраду и так далее, и за что гинули наши хлопцы, и заканчивая тем, что банально возможны, как говорится, любые эксцессы, в том Ну, числе и
Вот интересно, что... А почему? Да потому что она не государственная. Вот это вот очень важный момент. Она не государственная. Она всяких там Штиллерманов, друзей Миндича, она вот этих товарищей. Это не государственный концерн, там, завод танковый Малышева, например, да, и вот это он там переехал на запад Украины, в Закарпатье, например, и шарашит. Нет этого, нет. Это гаражно колхозно какой-то с британскими как бы цеха какие-то вот эти. Вот и все. Вот поэтому Одно- шкурный интерес. Да. Александр, тут есть, конечно, как говорят, вот есть две большие разницы. Одно дело, те, да, дроны, которые собираются из, ну, тактического уровня, это китайский конструктор, юный техник. Вот. И другое дело, это дальнобойные, вот эти легкие самолеты, дальнобойные дроны, которые впервые в марте месяце по количеству ударов по территории России превзошли российские удары по территории Украины Герберами там, и прочими изделиями. Вот. Понятно, что такое производство в гараже не развернешь. Ну, все-таки это довольно габаритная вещь. Ну, это вопрос, где это все собирается. Ну, собирается, судя по всему, в таких в товарных заводских количествах, на заводских площадках и В мощностях. Европе. Да, похоже, да. Вот. Но разное. Вот, что касается вот этой, вспомнили Штиллермана, он, по-моему, у него в России была другая фамилия. Тут он, я не знаю, сделали он обрезание, но фамилию поменял. Вот. Как-то меня удивило, что один блогер, который казался адекватным, начал выступать с адвокацией вот этого Фламиндича. Но люди сведущие скажут, вот, часто ли вы видели лица генеральных конструкторов там Эльбит или Рафаэль Израильской, или Райтеон, Локхид Мартин. Этих людей прячут, как в советское время прятали генеральных конструкторов. Они не публичны. Их знает очень узкий круг. А тут, когда на ясно, ну, как говорится, на белый свет выходит человек, который представляется как отец этой вундервафли. Ну, возникает вопрос, не является ли это тоже продолжением сюжета сериала, но не имеющим отношения к реальным, как говорится, производству реальных боевых изделий. И такие параллели между переговорами одними и вторыми. Вторых пока нет. Непонятно, будут, не будут. Песков сегодня говорит, Дмитриев поехал в Америку по другим вопросам. Это не про Украину, это про сотрудничество Америки и России. Венс поехал на встречу в Исламабад с иранцами. Но тут очень интересный момент. Вот смотрите, условно, Иран договаривается с США о том, что будет мир. Есть Нетаньяху, который, пресса пишет, согласен, его уговорили, чтоб не стрелять по Ливану, принимает это перемирие, объявил о перемирии, а потом ночью выходит, говорит, будем все равно бомбить, но, в общем, посмотрим. То есть это всегда вот этот вот спусковой крючок новой серии. Россия договаривается с США. Зеленский – это всегда спусковой крючок новой серии. Получается, что в этих треугольниках двух, где общее США, ну я не беру Европу, тут как бы понятно, да, то есть США, ну, простите, получается, что это всегда какой-то заряд на будущий выстрел. Да. Конечно, вот что вы упомянули Израиль, но для Израиля это ж... То есть, когда с одной стороны, более негатива вызвало то, что после звонка Нетаньяху Трамп принял решение начать военную операцию. Ну, а теперь уже другая обратка в самом Израиле, как нас поставили перед фактом, с нами не советовался. То есть, там это отдельная тема, там, конечно, с этой стороны Ближнего Востока Трампу еще прилетит. Вот, иранский негатив. И не раз в политической истории Соединенных Штатов было такое, то, что они своих партнеров ставили перед фактом. К сожалению, для нас, даже вот вы упоминали Венса, у нас его уже там Зеленский заклеймил, начали очередная волна хейта, но он сделали открытие относительно Венса.
Это типичный изоляционист, что характерно было для американской политики еще накануне Второй мировой войны. То есть, считающий, что Украина, война в Украине – это пассив, который тянет ресурсы Соединенных Штатов, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться на решении своих внутренних проблем. И если уже говорить о противостоянии, то такой глобальный конкурент Соединенных Штатов – это противостояние с Китаем. Вот это позиция МАГА, Make America Great Again. Вот. А война в Иране, война в Украине – это, собственно, отвлечение в силу, как бы, да, скажем, бьет по интересам Соединенных Штатов Америки. Вот ничего удивительного, но другого вице-президента у Трампа для нас нет. Поэтому придется с этим иметь дело. И так или иначе, я думаю, что попытаются жестко прогнуть. Дальше могут, конечно, махнуть рукой, но надеюсь, что в этой руке не будет зажата бейсбольная бита. Владимиру Александровичу не прилетит. Как это может быть? Трамп выходит, заявляет в Нью-Йорк Пост о том, что результаты переговоров станут известны в течение 24 часов. Пишет у себя в сети, что иранцы, похоже, не осознают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа мирового сообщества с помощью международных путей. Единственная причина, по которой они сегодня еще на плаву, это переговоры. Продолжается. Ну, в общем, шатает Трампа. То он говорит, давай дружить, все будет хорошо, контролировать вместе, то говорит, это вообще бессмысленно. Вот только Армуз, только вот Армуз у них есть. Если бы не Армуз, вообще бы с ними никто не разговаривал, козырей нет. Послушайте, чем... Бабель-Мандеб, Александр, ну, там забыл об Бабель-Мандебском проливе. Там же шалят иранские прокси-хуситы. И учитывая то, что Бабель-Мандебский пролив – это дорога к Суэцкому каналу, ну, а посчитайте логистику вокруг Африки, если там начнется еще движ, ну, по-моему, у всех логистов и тех, кто просчитывает бизнес-схемы, волосы станут дыбом от такой перспективы. Это же не только Армузский пролив, еще и Баб-эль-Мандебский. Поэтому, ну что, Иран использует свое геополитическое положение, использует свои возможности. Да, понятно, что в техническом плане, в военном плане разные весовые категории, но Иран научился эффективно работать с помощью своих прокси, такие как хуситы, Хезболла, в Ираке. Но переговоры, вот смотрите, даже если они пройдут успешно, чем могут закончиться? Только тем, что или США примет какие-то условия Ирана, ну, если не большинство, согласует, или если не примет, ну, тогда переговоров не будет, война продолжится. Но рынки тогда уже вряд ли простят Трампу, да, за вот эти скачки. Или это все, в принципе, для рынков и делается, вот это шарахание из стороны в сторону. Было же накануне вот этого отмененного адского удара, когда некие структуры вложились на 950 миллионов на понижение цен на нефть накануне. То есть явно использовалась инсайдерская информация. И да, действительно, после этого со 115 нефть съехала на $95 за баррель. Кто-то поднял хорошие бабки на этом. Вот. И, судя по всему, вот, коль скоро мы вспомнили эти условия, Галибаф, спикер иранского парламента, он заявил о том, что предварительно должны быть разморожены активы Ирана, что Штаты еще не сделали. То есть, поэтому Иран довольно себя вольно демонстрирует спокойствие и довольно-таки уверенно себя ведет в этой ситуации. То, что как долго продержится, ну, это такой вопрос. Ибо и после того, как было объявлено о прекращении огня, наносились удары как по иранской территории, так и по объектам в Объединенных Арабских Эмиратах, так по американской базе. Вот, равно как и продолжились боевые действия в Южном Ливане. Ну, сейчас вроде бы притихло. Ну, как долго это продержится? Если мы
предположим, что война возобновилась. Что будет и как это повлияет, вот опять, как это повлияет на Украину? Потому что Ну, сейчас, кажется, Зеленский, видите ли, 2 дня назад выходил, говорил, вот, американцы молодцы, мир вот это вот продвинули, перемирие объявили, рынки нормально отреагировали, и у нас теперь будет дизель, у нас все будет хорошо, а вот у России не будет сверхприбыли. Сейчас ситуация, ну, на самом деле прибыль есть, да, может такой. да, цены на нефть перекрыли убытки от ударов по Лосину и по Приморску, и по Новороссийску. Сокращение на треть объемов отгрузки. Но если Э, мы все-таки посмотрим стратегически, продолжение войны в Иране Украину окончательно расшатает. Ну, крайне негативно, учитывая то, что, допустим, среди, по-моему, Куюн из энергоэкспертов заговорил о том, что продолжение войны и цена на дизель может до 200. Учитывая, ведь, собственно, у нас единственный Кременчугский НПЗ разрушен, более не менее, который способен был в товарных объемах выпускать топливо. Там пострадал завод НПЗ в Мерефе Харьковской области. Мы получаем дизель из Европы. Если в Европе уже заговорили о том, что вот, на грани дефицита по керосину, по авиационному топливу, F-16 тоже не на божьем духе летает, тоже требуется авиационный керосин. Откуда, как не из Европы. Если в Европе возникает дефицит, соответственно, риск того, что вполне вероятно то, что такой же дефицит возникнет и на рынке Украины. Пока мы, судя по всему, учитывая то, что у нас антимонопольный комитет это такой себе ночной сторож, или точнее обезьяна, который ничего не вижу, ничего не слышу, судя по Где всему, берется дизель? Откуда? Румыния. Зеленский говорит, я с Ближним Востоком договорился. Нет, ну, знаете, это ж давайте будем снисходительны к Владимиру Александровичу, учитывая его актерское прошлое. Главное, чтобы были аплодисменты. Газ из Мозамбика, дизель из Катара. Ну, а то, что посполитые через неделю это забудут, главные аплодисменты сейчас и сегодня. Ну, э, по-моему, такое ощущение, что ему не важно, что там будет через 2 недели. Но пока дизель идет из Румынии. Словакия отгружала до недавнего времени, но там же тоже возникли из-за дружбы трения. Не так остро, как с Венгрией, но, судя по всему, там канал тоже может накрыться. Но это точно не 2014 год, когда Украина получала дизель с Мозырского нефтеперерабатывающего завода из Беларуси, и украинские танки заправлялись белорусским дизелем, к слову. Вот. Но в Румынии там, по-моему, кстати, нефтеперерабатывающий завод НПЗ Лукойловский. Вот такой нюанс, если не ошибаюсь. Или это Болгария, но оттуда идет. Оттуда идет. И Куюн заговорил о том, что ну, возможно цена за литр топлива до 200 гривен. Правда, можно тогда, судя по всему, курс гривны к доллару будет 1 к 100. Вот, ну, 100 гривен за доллар вполне допускаю. Учитывая то, что повышение цен на топливо, оно и так висящую на соплях украинскую экономику способно окончательно добить. И это может получиться такой эффект идеального шторма в экономике и финансах, поскольку может раскрутиться такой маховичок инфляции. Итак, если вот, сегодня пишет мне в личку о том, что получали в банкомате пенсию, там купюры свежеотпечатанные 1 к 1. Вот. Ну да, действительно, похоже, станок заработал на полную мощность. Плюс, но у меня очень большой скепсис относительно европейских миллиардов. Такое ощущение, что с нами играют доброго и злого полицейского, злой полицейский Орбан, а добрые сидят в Брюсселе, но итог пока комбинация из 3 пальцев, что визит Кая Калласа свидетельствовал. А до середины мая. Ну, это отремонтирует украинская сторона дружбу.
Мгм. ну, якобы, да, которая повреждена. Но этого повреждения никто не видел, потому что это повреждение никому не показали. А на выборах в Венгрии кто победит? Пишут. Ну, вообще, если честно читать, что пишут, там про Орбана к ряду штук 5 статей в день может выйти в разных этих изданиях Политико, всяких Вашингтон-Постах, какой он негодяй и как пора его менять. А реально кто на земле победит? Смотрите, тут понятно, что у нас э, молодые люди со светлыми лицами, представители нашего грантоедского кооператива, они рассказывают о том, что впереди Тиса, впереди Петер Мадьяр на белом коне, а вот там чуть ли не на 20%. Но они же не добавляют, не пытаются объяснить объективно избирательную систему Венгрии. По партийным спискам избирается меньшая часть парламента, там около 90 депутатов, а более 120 избирается по мажоритарным округам. И вот там позиция, традиционно, столица более протестная, более настроенная на поддержку оппозиции. Вот дальше по регионам, вот, Диор, Ниротьхаза, Дебрецен, там сильнее позиции как раз Фидес и протеже Виктора Орбана. Поэтому точно посчитать, смоделировать результат голосования, ну, надо иметь такую очень сегментированную социологию, что в наших условиях, сидя здесь под Киевом, нереально. Но у меня такое ощущение, когда вот из своего политтехнологического прошлого могу сказать, когда начинаются призывы там сливаться под одного кандидата, то это означает, что дела обстоят не очень хорошо. Ну и плюс такие мощные сигналы, как от Трампа и от Венса в поддержку Орбана, ну, судя по всему, вот эти радость относительно того, что вот еще чуть-чуть и Петер Мадьяр победит с Тисой на выборах, но она несколько преждевременно. Когда идет слив под одного ну, какую-то политическую структуру, под одну, это говорит о том, что, судя по всему, у оппонента позиция достаточно. И чем дальше от столицы, тем сильнее поддержка Фидес. Если Орбан проиграет, для американцев это будет удар. Венс что, зря, получается, приезжал? Ну, для каких американцев? Для демократов это не удар, не будет с аплодисментами, поскольку Для является администрации, да. глобального интернационала. А для трампистов, безусловно, это будет удар. Это, естественно, это репутационный, ну, такой, оказывается, политический вес упал настолько, что даже на избирателей небольшой Венгрии, как-никак все-таки там не такая большая страна, каких-то 9 миллионов населения, но тем не менее это не стало таким решающим фактором. Поддержка со стороны президента Соединенных Штатов Америки, личный приезд вице-президента и добрые отношения персонально с Дональдом Трампом. Немногие европейские лидеры удостаивались персональной аудиенции в имении Мар-а-Лаго. Вот. Но это да, именно так. А, Но я так понимаю, что поражение Орбана станет такой великой победой Зеленского. Нет, ну понятно, что ну, синдром коллективной переноски бревна на субботники никто не отменял. Ну, вот. И Владимир Александрович, естественно, будет 3 дня истерики и радостных воплей. Вот такие. Добили этого проклятого Орбана, вражину. Ну, а если случится другое, если Орбан остается, ну, и дня траура. По фронту сейчас сообщают, что, собственно, в сторону Славянска и Краматорска потеряно, ну, россияне сообщают, что они забрали населенный пункт Деброво, это Донецкая область, и движутся туда, да, продвигаются в сторону непосредственно Краматорска, Славянска, вот туда двигаются к трассе. Война не замирает, но все больше и больше разговоров о каких-то решительных действиях. Примечательно, что вот это продвижение, которое там есть каждый день, минимальное, кто-то говорит. Но опять-таки, с чем сравнивать, минимальное или максимальное, комментирует Зеленский. Он говорит, что Путин понимает, что он не может полностью оккупировать Украину,
Просто иногда он делится с нашими партнерами месседжами, которые не соответствуют его мнению. То есть Путин делится с партнерами Зеленского мессенджами. У него огромные потери, у него недостаточно хорошо подготовленные люди на поле боя. Он пытается найти выход из ситуации, который выглядел бы как победа. Именно поэтому он пытается вытеснить нас из Донбасса дипломатическим путем через Америку. Потому что для полной оккупации Донбасса ему нужно было бы пожертвовать от 300 тысяч до миллиона человек, в зависимости от того, как быстро. 300 тысяч, там кто-то говорит год, кто-то там считает больше. Как вы видите вот позицию Зеленского по Донбассу? Не получится ли так, что этот приказ будет просто не публичным, и потом будет выглядеть как какое-то поражение, ну а дальше, мол, Путин, что ж ты хочешь? Ты ж забрал уже Донбасс. Как в результате боевых действий. Скорее всего, это наиболее благоприятный вариант для Зеленского, поскольку отдать такой приказ, это тоже политически самоубийственно, и тогда вспомнят все, и начиная с Стамбула, и накануне 24 февраля 2022 года, что делалось и что не делалось. И там будет очень много вопросов, и не только у общественности, но и у правоохранителей, как только Зеленский потеряет власть. А так, этот вариант, когда в результате боевых действий он сохраняет определенную, ну вот, мы, как говорится, мы работали, трудились, но война в результате боевых действий под давлением врага. Пока ситуация, по-моему, однозначна. Если бы украинская армия владела стратегической инициативой и фронт двигался с запада на восток, а не наоборот, то о чем-то можно было говорить. А так, по-моему, все совершенно очевидно. Нам прожужжали в январе-феврале уши там, цифрами потерь, но сегодня читаю о том, что украинские источники, что российские потери снизились на треть с Да, начала года. Есть же такая информация? Есть. Ну, значит, кто-то брешет. да, Потому что если посмотреть, опять же, то, что работает на официоз, то, что на абонплате у Банковой, и на единый марафон, там все горить, палає техніка ворожа. Вот, но мы люди, победили Иран. Андрей да. Владимирович, мы победили Иран. Украина опять победила. Украина победила Иран. Да елки-палки, а где они это берут? Ну, видимо, вещества, расширяющие сознание. Ну, на следующем этапе там мы победили инопланетян и далее. Ну, где Украина, где Иран. И У меня простой вопрос. Почему? Тегеран очень удивляться. Очень Почему удивляться. в своих соцсетях Зеленский вдруг стал писать «Россия» и «Путин» с большой буквы, а в другие не стали? Они что, не уважают Зеленского? Или это Зеленский временно так решил и всем сказал «за мной не повторять»? Смотрите, может быть, Зеленский знает чуть-чуть больше, а его пресные они еще не санитировались, до них еще не довели новые нюансы. Ну, возможно, он знает нечто больше, чем мы, почему он вдруг начал писать с большой буквы. Вот. А что касается победы Ирана, знаете, вспоминается, когда Кейтель недоумевал, когда зашли французская делегация вместе с американской, британской, советской на подписание акта о капитуляции. Он так и задался недоуменным вопросом. И эти нас победили. Вот это из этой же серии. Значит, рассказывают о новых угрозах для, ну, от дронов российских. Значит, то показывали, как в Сумы прилетела по энергообъекту Герань-5. Сейчас передают и рассказывают, что, значит, есть управляемые оператором вот эти шахеды в Геране, и они начали мобильные огневые группы атаковать, то есть фиксируют, видят, и вот прям по вот этим пикапам, которые там для ПВО, все сбивают. Параллельно с этим, ну вот с ПВО, да,
запустили такую историю. Ну, опять, я проверял, это издание опирается, ни на что не опирается, это просто как колонка, просто как, ну, в общем, написали о том, что попросили уехать украинцев из Ближнего Востока, потому что было там три цели поразили. Непроверяемая информация, но издание такое есть, действительно, оно публиковало нечто подобное, без вопросов. Но все равно ведь как-то гаденько ощущаются удары по украинской ПВО, когда Дубайск прикрывают казаки. Не, ну, дело в том, что особенность этой войны, потому что изобилие фейков, дипфейков, работы искусственного интеллекта, но явно, скажем, на фоне того, что российские дроны пролетают всю страну и бьют даже по подстанциям в Перечине, это Закарпатье, прилетают во Львовское областное управление СБУ, ну, это скорее говорит о проблемах украинской ПВО. Ну, и тут широкий жест, как говорится, вот. Кто-то, как это сформулировали, о том, что это может радикально повысить геополитическую роль Украины. Ну, как что, 200 дроноводов что-то поменяют. Я подозревал, что как раз скорее Украина могла поделиться специалистами тактического уровня. То есть, если дело бы дошло до наземной операции, тогда да. А так, в масштабах воздушной войны, которая развернулась там, ну, какой-то существенной роли украинский контингент, там из сколько там, 100-200 человек, он там не сыграет. Ну, понятно, это не прибавит возможностей ПВО на территории Украины, а в этой ПВО на сегодняшний момент мы видим проблемы не то, что там только там, с баллистикой, но и банально с этими тихоходными герберами, которые продолжают летать, продолжают ежедневно наносить удары и разрушения, гибель людей. Это ж, посмотрите, Никополь на этой неделе. Прилет по рынку, прилет по автобусной остановке и более десятка погибших. Они, Я собственно, обратились, жители Никополя, к Сырскому. Надо защитить город. С 22-го... Это приграничный город через Днепр, от Энергодара. Так, чтобы было 4 понятно. года 4 года прифронтовой город. Но жесткач начался последний месяц. Как и, кстати, сегодня. Может Как ли и это все. свидетельствовать о форсировании наступления? Именно такие листовки сбрасывали россияне над городом заблаговременно, чтобы они опасались ездить на машинах, даже на своих легковых, в общем, ну, чтобы избегали людных мест. Так та же ситуация в Херсоне. Та же ситуация в Херсоне. Там идет охота за гражданскими машинами тоже. Идет по ним и в Никополе. Но, знаете, операции по форсированию водных преград не являются сильной стороной как украинских, так и российских военачальников в этой войне. То есть это скорее операции со знаком минус, что наши в Крымках, что форсирование Северского Донца или Ирпеня, там безуспешные попытки навести переправу. А это даже усохшее Каховское водохранилище, все равно это очень серьезная водная преграда. И это у меня большие сомнения относительно возможности форсирования. Сухопутным, да, но до сих пор ни у кого не получал. Учитывая то, что это же там такая местность, если когда-то были в Никополе, там все это хорошо, на километры просматривается вперед, но концентрировать какие-то силы для высадки, это само. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. И, в общем-то, еще одна тема и ваши вопросы. Война заканчивается. 16% считают, что да, 27% уже 4 года как заканчивается, 28% только начинается, будет эскалация, и 29% считают, что нет. То есть, как понимаем, что только 16% говорят, что да, все остальные в том или ином, в той или иной степени говорят, что скептически к этому относятся. Спасибо большое, что проголосовали. А откуда такой скепсис? А Ну, скепсис хотя бы ну не на того, что воевать. И люди навоевались, и достало уже это все.
Знаешь, как это очень часто бывает, да, интенсивность боевых действий потихонечку затухает, но поскольку стороны выдвигают ультимативные и радикальные требования по отношению к другой стороне, естественно, как говорится, сесть за стол переговоров. Чтобы сесть за стол переговоров, надо хотя бы быть готовым к какому-то компромиссу. А когда переговоры строятся по принципу, что наше, то наше, о вашем поговорим, по-моему, результат скепсис тут совершенно очевиден. Как вы думаете, Э, Зеленский боится военных? Да, не только военных, а и повторение событий, как было после его парижского визита, когда он там акцептировал формулу Штайнмайера, и когда там писали Зеленлох, там, по-моему, и Стерненко там же участвовал в этом движе, там Да. баллончик исписали. Вот. И такого рода эксцессов боится. Понятно, это ж некомфортные условия. Владимир Александрович привык, скажем так, импровизация не является его сильной стороной, а когда все, как говорится, подготовлено, выход на сцену, там публика заряжена, публика настроена позитивно, тогда да, это комфортные для него условия. А военные и такого комфорта, как говорится, разговор с ними. Помните, еще до войны, как не просто у него получалось общаться с военными, когда он выезжал туда, в зону АТО. Явно на невербальном уровне было заметно, что очень сильно нервничает. Мимика, там, жесты. И, судя по всему, это никуда не делось. Судя по тому, что я не раз говорил о том, что как в той форме, по которой была запущена мобилизация, оно, как говорится, одной из попутных задач решалось как раз нивелирование авторитета армии. Ну, вы Сильно знаете, не... сейчас эту армию просто в хвост и в гриву зовут все. Значит, люди обычные зовут, чтоб спасали от извергов и людоловов ТЦК. Показывают тюрьмы ТЦК, где сидят люди в нечеловеческих условиях. Военные, ну вот такие, как там Сазова, ну вот эти, Корчинского, братья, они выходят и толкают речи о том, что сейчас военные должны прийти и забрать вот этих нехороших уклонистов. И опять разгоняют у нас волны, пускают против того, что ты уклонист. Ну, это, кстати, тот же, как бы, в кавычках, адекватник Буданов говорит, а как же, я вообще переживаю, сейчас вернутся солдаты с фронта и будут приставать к курьерам, таксистам, ну, вот этим всем чиновникам, а где ж ты был, а я ж там воевал, а что ты? И это он-то озвучивает, эту проблему поднимает. Ясно, что ее надо решать, однако, ну, может, что-то надо сделать все-таки с этим людоловством. И на чьей стороне военная? На стороне людей, которых ловят, или на стороне вот этих других а-ля типа военных, которые ловят? Нет, как раз военные негативно относятся к уклонистам, но и к ТЦК никаких теплых чувств нет по определению. Раз. Во-вторых, ведь будем откровенны, какие телеграм-каналы разгоняют вот этот трэш про деятельность ТЦК, про мобилизацию. Скажем так, не чужие офису президента. Да. Э, Сценарием так заложено. Вот это ролевые игры. То есть, когда появляется там Корчинский, потом щелкает там другие персонажи, их. Но при этом живописуется вот этот весь трэш, который происходит вокруг ТЦК. Но я глубоко убежден в том, что под этим трэшем стоит вполне осязаемое материальное основание. Разумков сказал о 2-3 миллиардах долларов, которые были выкачаны ЦСКшниками из украинцев в виде поборов, взяток и так далее. Но куда-то все это шло. Тогда в системе украинской власти деньги движутся снизу вверх. И просто так деньги не вращаются. Где-то есть бенефициар. Кто-то получает профит со всего этого. Надеюсь, доживу до того времени, когда назовут и фамилию, куда шли эти гигантские денежные потоки.
Да, друзья, итак, давайте переходить к вашим вопросам. Всем большое спасибо, что их оставляете. Начнем, пожалуй, с сообщества YouTube. Отсюда Петр интересуется. Андрей Владимирович, перемирие это на Ближнем Востоке оказывается пасхальное. То, о чем молимся последнюю неделю, православный мир, свершилось, благодатный огонь будет? Да, будет. Будет. Ну, у каждого у Владимира Александровича своя Пасха, у кого-то Песах, ну, у кого-то православная Пасха, с которой я вас всех поздравляю. Надеюсь, что она будет мирной и, да, действительно, что благодатный огонь, я уверен, сойдет. А вот интересно, спрашивает другой пользователь, в связи с трудовой повинностью в Одессе, Юрьев день будет? Знаете, это же не кто-то из замов Кипера подписал, какая-то мадам. Да. Вот. Нет, не Кипера, по-моему, Лысака. Лысака, да. Но нет большого ума. Я напомнил этой мадам, которая это подписала, что уже трудармии были. Туда товарищ Троцкий возглавлял трудармии. Кого туда загоняли? Буржуазный элемент. Буржуазный элемент. Классово чуждый. Ну, как будут переселенцев с Донбасса загонять. Но такое ощущение, что начальство в Одессе делает все, чтобы одесситы воспринимали украинскую власть как оккупационную. Иногда, когда подписывается такого рода распоряжение, надо думать. Так, следующий вопрос. Очередной обмен тел составил 1000 на 40. 41, если быть точнее. Оксана пишет, многие украинские эксперты объясняют это тем, что Россия продолжает наступление и собирает тела. В течение февраля и марта Зеленский с Сырским сообщали о том, что было освобождено сначала 400, потом 500, потом 600 квадратных километров, уничтожено 80 тысяч российских солдат. Правда, были такие сообщения. Обмен остался в тех же пропорциях. Ясно одно, все заявления Зеленского выглядят как набор фейков и. Как обстоят дела с фрегатом адмиралом Григоровичем, который Мадяр поразил? Ну, у меня нет верифицированной информации по этому российскому фрегату, новороссийский. А вот что касается обменов, то я думаю, то, что осталось в Курской области, хватит еще так на пяток, десяток обменов. По разным слухам, ну, на Курщине до 15 тысяч погибших. Учитывая то, что с появлением дронов возникли колоссальные проблемы с эвакуацией не только погибших, но и даже раненых, когда люди не имеют возможности эвакуировать, тяжело раненые остаются вот там в серой зоне и погибают. Так. Поэтому и такое соотношение. Я думаю, большая часть это как раз Бахмут, Серебрянский лес, Курщина. Уважаемый Андрей Владимирович, вы как человек воспитанный преимущественно предыдущей цивилизации, можете сказать, должно ли нам ожидать приличного будущего для любимой Украины в ситуации культурного обнищания и откровенного падения? К примеру, обратим внимание, что весь официоз говорит без зазрения на языке подворотни, причем запросто. Ну, на фене ботает, причем и з високих трибун на державній мові, а так между собой, ну, вот семья Петра Алексеевича Порошенко общаются на мове агрессора, а между собой в процессе, ну, там, конечно, присутствуют такие обороты из обсценной лексики, по фене ботают, ну, собственно, к сожалению, бытие определяет сознание, то есть то откуда понабирали нашу нынешнюю элиту, ну, их бэкграунд, их прошлое сказывается. А относительно цивилизационной воронки, ну, пока тренд негативный. Может быть, 5-10 лет, может быть, что-то начнет меняться. Ну, жаль только жить в эту пору прекрасную уже не придется ни мне, ни тебе. По-моему, это у Некрасова. Не ошибаюсь.
Так, значит, добрый вечер. Вопрос к Андрею Золотареву. Вы хорошо знаете свое общество людей на Украине. Вот если война продлится дольше, дальше, а за Ермак будут дальше идти по парагвайскому сценарию, неужели общество спокойно будет смотреть, как будут потом мобилизовывать женщин и детей? Или все-таки что-то щелкнет рано или поздно? Ну, щелкнуть может, но, надеюсь, до женщин и детей не дойдет, а скорее, все-таки я полагаю, что скорее деньги закончатся, нежели человеческий ресурс, с которым тоже все напряжно. Но на 10 лет, как говорил депутат Мережко, когда-то вполне адекватный доктор юридических наук, но, знаете, попал в Верховную Раду, а там, как говорится, как я сказал, бытию определяет сознание. В Верховной Раде у ангела на следующий день вырастут рога и хвост. Ну, сказал про 10 лет. Но никаких 10 лет у Украины нет. Боюсь, что нет и даже 2 лет на продолжение войны. Война, ну, как говорил Наполеон, требует 3 вещей. Деньги, деньги, праздник, которых у Украины нет. Да, возможно, такие там вот из 90 миллиардов треть попадет в бюджет, но это же не решает всех проблем. Это закроет текущие военные проблемы, но уже посыпятся, начнутся трудности в гражданском секторе. Придется радикально резать бюджет. То есть не так, что по чуть-чуть, а целыми Наталья. выплатами. Наталья спрашивает. В Запорожье было многочасовое в течение суток отключение электричества. В связи с этой ситуацией у меня возник вопрос. Применяют ли украинские власти отключение коммунальных услуг в качестве повода для эвакуации населения? Нет. Эвакуация проходит там, где населенные пункты попадают, становятся уже, по сути, даже не прифронтовой, а фронтовой территории. Вот Днепропетровская область, Межевая, Просяная, Синельниковский район. Там, да, там все плохо. И, судя по всему, даже из Синельникова уже пора уезжать, поскольку превращаться в живую мишень, ну, это то еще удовольствие. Поэтому и Запорожье находится, как говорится, там ситуация на грани. Еще не дошло, но тенденция пока негативная. Из клуба зрителей вопрос. Добрый вечер. Возможно, для послевоенной Украины будет лучше чисто парламентская форма правления? Я думаю, что да, поскольку всегда борьба за табуретку, она оборачивалась большими бедами для страны, но хотя бы, чтобы у нас для начала научились жить по Конституции. У нас парламентско-президентская республика. А по факту у нас мы имели офисно-президентскую республику. То есть парламента в этой системе координат нет от слова вообще. Вот, 450 кнопкодавов, дешевле было привезти из Африки 400 обезьян, научить их за банан давить нужную кнопочку нужного цвета. Меньше бы издержки были. А так, судя по всему, все к этому и придет. Потому что к возвращению тому, что у нас зафиксировано в Конституции древней. Парламентско-президентская республика. Мгм. Так. Но не с этим парламентом. Добрый вечер. Юрий спрашивает, почему ТЦК не становится массовой добычей криминальной братвы, как цеховики 80-х, 90-х, по логике социальной психологии. Ну, во-первых, ТЦКшники это военнослужащие, ну, И как что? никак. Но, с другой стороны, вот обращаю внимание, что в некоторых городах, как Одесса, Днепр, они активно взаимодействуют с околокриминальным элементом, с братвой. Но опять-таки, вот сегодня было сообщение, по-моему, в Одессе, да? По-моему, в Одессе, что нашли какого-то паренька, который хотел ликвидировать одного из начальников ТЦК. Да. Что-то там подкладывал, в общем, показали, Россия завербовала, Россия завербовала. И все такие, да, давайте снимать эту лапшу. А по факту могут быть внутривидовые разборки за потоки бабки и за хороший гешефт. Ну и не будем забывать о том, что для Гебни провокация царица доказательств. Ну а как ты докажешь, что это не Россия? Никак.
Значит, тут же как, знаете, как, чем докажешь, что это Россия? А надо еще и вопрос обратный задавать. Чем докажешь, что не Россия? Ну, вот так. Вот это же интересно. Значит, спрашивают у вас пользователи, как вы красите яйца на Пасху? Луковой шелухой. По старинке, ну вот по нашим традиционным способам. Просто Да. кто-то там всякие каркаде, кто-то еще там красители, кто-то еще. А лук Ну, какой? Обычный, желтый, репчатый или красный? и желтый, и красный. Мгм. И того уже заготовлено шелух. Лежит на кухне. Видите, надо готовиться. Покраски. Чат трансляции, давайте сюда тоже заглянем. Вопрос гостю. Кто первый потеряет руководящую роль? Власть, формально реально руководитель в своей стране. Значит, Трамп, Стармер, Нетаньяху, Зеленский. Александр интересуется. Я думаю, Стармер, за ним Зеленский, а потом Трамп. А Нетаньяху так и будет сидеть? Да, там потом, э, там не скоро, ну, зашатается, но Нетаньяху, насколько я помню, вот за 30 лет, и сколько раз его хоронили, да, он терял власть, но потом возвращался. Ну, это феномен Биби, как говорят израильтяне. Андрей Владимирович, скажите, что будет с фронтом, если Россия объявит вторую волну мобилизации? Евгений. Посыпется. Ну, по-моему, об этом и Арестович, и некоторые военные эксперты говорили о том, что если поставить строй и бросить в бой там от полумиллиона, то на фронте возникнут большие проблемы. Он может посыпаться, да. Поскольку, опять же, отталкиваясь от тех цифр, которые называл Владимир Бойко, известный в прошлом донецкий журналист, ну, он, который сам, кстати, служил, он списался недавно по возрасту, ну, этот силу в окопах сидит 150-200 тысяч человек из миллиона армии. Ну, А, так, значит, да, друзья, всем большое спасибо за ваши вопросы. Куличи на Пасху, да, да, ну да, куличи. Ну, Пасха называют нас. Пасха праздник, Пасха это вот кулич пасхальный. Да? Причем Пасха это творожное считается, как правильно называть, да, а вот кулич это вот с изюмом, с ну, тестом. сейчас панеттоне выдают за Пасху, то чисто итальянский продукт. Ну, цены в киевских магазинах, конечно, потрясают. Там по несколько тысяч гривен за такой э, пасхальный кулич или панеттоне. Ну, за Киевом все-таки более социальные цены, там по 400 гривен. Такая вполне Ну, полная опять-таки, касса. есть же еще, хотя понятно, что это чем дальше, тем меньше этих людей, которые сами пекут. Да, Сами. да. Сами разводят эту глазурь, сами покупают там вот эти все присыпочки, и сами замешивают и пекут. Причем пекли даже в советское время. И за это никто никого не преследовал. Андрей Золотарев был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. И с наступающей Пасхой. И с наступающей Пасхой вас и наших зрителей. Она была мирной и, чтобы благодатный огонь. Не подвел. Не подвел, как некоторые. Друзья, всем большое спасибо. Сегодня немножко еще пошумим. Примерно где-то чуть больше, чем через часик. Поэтому не отходите далеко от Ютуба. Ставьте лайки. Давайте будем вместе в эту страстную пятницу с пристрастием разбирать новости, как мы и разбирали с Андреем Золотаревым. Увидимся с Андреем Владимировичем через неделю, а с вами совсем скоро. Добра и света. Увидимся.